Всем привет! Итак, по последней нашей тренировке вы написали, что следующую тренировку вы хотели бы уделить мышцам пресса. И сегодня, соответственно, будет тренировка на мышцы кора. И я сделала жаркую тренировку, я уверена, что вам понравится. Это эффективная тренировка, но напоминаю вам, что выполняете ее в своем темпе и под свой индивидуальный уровень подготовки. Есть упражнения, которые будут достаточно тяжелые. К ним я буду прилагать взаимозамену. Поэтому, если вы чувствуете, что одно упражнение вы не тянете, вы берете ту замену, которую я вам предлагаю. Показываю сейчас технику первых двух упражнений. У нас будет поочередный подъем. Первое упражнение. Когда вы ложитесь на пол, помните, что здесь никакого прогиба. Старайтесь спину максимально прижать к коврику. Выполняйте поочередный подъем. И я сейчас касаюсь правой рукой левой ноги. Опускаюсь медленно, не заваливаюсь. Левой рукой правой ноги. Это первое упражнение. Второе упражнение у нас будет планка на локтях. Значит, локоть на уровне плеча. Становимся на носочки. Таз не прогибаем под себя. Одна ровная линия. Не опускаем, зафиксировались и стоим. Итак, вы готовы? Начинаем нашу тренировку. Поехали. На подъем выдох. Опустились. На подъем выдох. Не падаем. Опускаемся чуть медленнее. Резче подъем. Выдох. 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 Не спешим это упражнение делать интенсивно. Важно делать правильно и не падать, задерживать себя. Выдох. Есть. Планочка на локтях. Локоть на уровне плеча. Приготовились. И зафиксировались. Спину не прогибаем, таз под себя. Мышцы кора держим, живот не опускаем вниз. Таз не оттопыриваем назад и тоже не проваливаем вниз. Стоим и обязательно дышим. Чуть осталось. Есть. И возвращаемся в исходное первое упражнение. Здесь, если вам тяжело, вы можете делать короткие скручивания, если после первого подхода поняли, что первое упражнение вам еще не по вашему уровню подготовки. Поехали. Выдох. Выдох. Чуть-чуть осталось. Есть. Переходим в планочку. Во время тренировки не забывайте дышать, это очень важно. В планке не задерживайте дыхание, наоборот, дышите. Приготовились. И начали. Вы одна ровная линия. Дышим. Мышцы трясутся, но мышцы работают. И работают они правильно, если мы не забываем о нашей технике. Возвращаемся в исходное. Половина пути пройдена. Осталась половинка. Приготовились и начали. Не сдаемся.
выходим на планочку. Я уже меньше начинаю говорить, потому что сама начинаю уставать. Приготовились. Локти на уровне плеча. И поехали. Мышцы не расслабляю, держу. Мне тяжело, но я не сдаюсь. Чуть-чуть. Держим, держим, держим кор. Чуть-чуть осталось. И оп. И завершающий кружочек. И пьем води, и будем пить водичку. Приготовились. На старт. Начали. Выдох. Выдох. Еще чуть-чуть. Оп. Завершающий сетик. Фух. Первое упражнение очень эффективное упражнение, соответственно, очень сложное. Выполняйте его правильно, но не обязательно быстро. Приготовились. Завершающий сет. Начали. Представляем, что мы струнка, которую натянули. Вы как бы тянетесь одновременно вперед и назад. При этом таз поджали. Живот не отпускаем. Чуть-чуть осталось, чуть-чуть. Держимся, не падаем. Есть. Фух, первый сет есть. Достаточно жаркий сет, я уверена, что вы почувствовали. Вы сейчас пьете воду. Я тоже. И смотрим следующее упражнение. У нас с вами будет короткие скручивания и боковой пресс. Пресс, упражнения не делятся на верхний, нижний. Это всего лишь обозначение, когда определенное упражнение даст куда-то больше нагрузку, но всегда работают все мышцы пресса. Итак, смотрим первое упражнение. Оно не сложное, но оно эффективное. И вы помните, о чем я вам говорила. Сейчас прижали спину и не отрываемся от коврика. Ноги стоят у нас в упоре, руки за головой, но мы в процессе не давим на голову, они там просто лежат. Итак, мы представляем, что наш пресс это гармошка, мы верхнюю гармошку соединяем с нижней, продавили, отпустили. И в момент, когда выполняете это упражнение, важна концентрация. Не думаем там о чем-то своем прекрасном, думаем о том, как работают ваши мышцы пресса. Показываю упражнение. Выдох, опустились, выдох, зафиксировались, опустились. Скорость здесь ни к чему. Попробуйте сделать это упражнение сначала технично, а потом, когда вы уверены, что вы правильно делаете, тогда добавляйте скорость. Это первое упражнение. Второе. Тянемся, вытягиваем ладони вдоль туловища и тянемся к пяточке. Выдох, касаемся пятки, выдох. Опять выдох, выдох. Здесь, если будет тяжело держать голову в подъеме, вы можете ее опустить, и она может лежать на полу, и вы тянетесь точно так же руками. Итак, приготовились к первому упражнению. У нас скручивание. Поехали. Я прожимаю, поднимаюсь, прожимаю. Момент, когда я опускаю голову, спина не отрывается от коврика, это важно. Есть. Первое сделали, сейчас будет боковая часть. Приготовились.
Поехали. И тянемся ладонью к пяточке. Выдох, выдох, выдох. Подбородок к груди не прижимаем. Дышать обязательно. Дышать обязательно, как и пить воду в процессе тренировки. Чуть-чуть осталось. Мы не сдаемся, мы доделаем до конца. Хорошо. Этот сетик мы сделали. Сейчас возвращаемся к первому упражнению. Не забывайте, что связь мышцы-мозг очень важна. Плюс 50% эффективности тренировки добавляется. Попробуйте научиться концентрироваться. Поехали. Лично у меня, когда я концентрируюсь, я сразу чувствую, как мышцы пресса у меня появляется жжение там. Я представляю, как одна часть сходится с другой, и эффективность моей тренировки улучшается. Чуть-чуть осталось. Есть. И сейчас возвращаемся ко второму упражнению. Не забывайте, если вы в процессе поднимаете голову, чувствуете дискомфорт, лучше опустите голову, не держите шею в статике. Приготовились. Начали. Выдох, выдох, выдох. К пяточке касаемся обязательно. Чуть-чуть осталось. Чуть-чуть не сдаемся. Оп! Молодцы. Отдыхаем. Половина пути пройдена. Возвращаемся к первому упражнению. После тренировочки обязательно напишите мне в комментариях, на что бы вы хотели, как вам тренировка и на что бы вы хотели, на какую мышечную группу следующую тренировку. Поехали. Наш пресс – это гармошка. Представляем условно, как одна часть сходится с другой, расходится, сходится, расходится. И можно визуализировать, какой бы вы хотели видеть ваши мышцы пресса. Еще чуть-чуть. Есть. И переходим ко второму. Визуализация очень важна. Каким бы вы хотели видеть ваше тело, какие-то отдельные части туловища, сильными ноги, сильными спину. Кстати, сейчас я кое-что расскажу вам. Сделаем сетик. Поехали. Обязательно касаемся пяточки. Если получается, то заходим и дальше на стопу. Чуть-чуть осталось. Есть. Сейчас последний раунд, а я быстренько расскажу вам. Мужчины, которые хотят сильную спину. Вот сильной спины не может быть, если вы недостаточно внимания уделяете своим ногам. Когда мужчины, поехали, пренебрегают тренировкой ног, но при этом качают спину, могут улучшить результативность, добавляя полноценные тренировки для ног и уделяя им внимание. На подъем выдох, выдох, чуть-чуть осталось. Еще раз, оп, и завершающее упражнение. И наоборот, девушки, которые хотят красивые ягодицы, но не уделяют внимание мышцам спины, не получат красивые ягодицы, потому что все тело взаимосвязано. Приготовились, завершающий сетик. Поехали! Обязательно дотягиваемся до ноги. И не забываем дышать. Осталось чуть-чуть, не сдаемся. Я чувствую, как мышцы пресса
горят. По мне, конечно, может не видно, но я чувствую. Чуть осталось, еще раз и еще раз. Есть. Отдыхаем, пьем водичку. И у нас сейчас завершающий сетик на пресс. И он будет не менее эффективным. Пьем воду. Я вот встала, очень круто, все продолжает греть, я ничего не делаю, потому что я круто правильно работала, я концентрировалась. Здесь очень приятное ощущение. Но согласитесь, что когда вы чувствуете кто-то крепатуру, кто-то кайфует от крепатуры, да, больно? Да, больно, зато вы чувствуете, что потренировались, и эффективность вашей тренировки усилилась, и вы вообще такие в порядке, и это добавляет мотивации. Ну а мы с вами сейчас выполним завершающий сетик. У нас будут прыжки в планке, статика, нагрузка идет на мышцы кора. И пресс, которому я дала свое название гопак, потому что мне напоминает он гопак, и очень достаточно эффективное упражнение, естественно, тяжелое. Значит, смотрите, первое мы начнем с планочки в прыжках. Руки, вы помните, что я вам говорила, а ладонь на уровне плеча. Вот это правило мы не меняем. Одна ровная линия, таз, спину не прогибаем. Мы стоим в планке, отсюда выходим в сторону, возвращаемся в исходное, в сторону, возвращаемся в исходное. Это первое упражнение. Если кому-то будет тяжело делать это упражнение, делайте без прыжков. Смотрите, планочка, одна нога коснулись, вторая, одна, вторая. Такие взаимозамены нужны, потому что у вас у всех разный уровень подготовки. И второе упражнение, которое я люблю, но которое мне тяжело дается. Смотрите, вот поставили кисти, кому-то будет удобно так поставить, кому-то так. Здесь правила нет, здесь как вам удобно. Приподняли таз. И у меня правая сейчас касается левой, левая касается правой. Таз зафиксировали, не сильно высоко, но и на пол, обратно не возвращаем. Итак, первые два упражнения у нас есть. Приготовились и бомбим завершающий сетик. Поехали! Если кому-то тяжело, или сбавляете темп, или выполняете без прыжка, как я показала, запасной вариант. И, конечно же, не забываем дышать. Но таз не поднимаем вверх. Не надо его оттопыривать вверх. Держимся, чуть осталось. Есть. Отлично. Второе упражнение. Сейчас будем пробовать. Надеюсь, оно станет одним из ваших любимых, как и у меня. Приготовились. И правая касается левой. Поехали. Левая, правая. Не останавливаемся. Очень бы хотелось почитать ваши комментарии, как вам это упражнение. Кроме меня, но кому-нибудь еще понравится. Выдох. И еще раз. Оп. И возвращаемся к первому. И наоборот, если вы первое упражнение подумали, что нет, я не вытяну с прыжками, я буду просто оставлять ногу, сейчас попробуйте сделать с прыжками. А вдруг вы себя недооценили. Приготовились. И оп. Чуть-чуть осталось. Оп. Есть. Возвращаемся. Фух. Отличная тренировка. Она еще не закончена. Я уже вижу, что и чувствую, что отлично. На старт. Оп. Я выдыхаю, когда касаюсь рукой ноги. Выдох, 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 выдох. Держимся, не падаем.
Мне тоже нелегко, но я делаю. Еще раз. Есть. И возвращаемся на наши прыжки. Фух, отлично. Отлично. Прекрасно. Прекрасное ощущение. Приготовились. И поехали. Чуть-чуть осталось. Дышим, дышим, дышим. И оп. Мне тяжело, но когда мне тяжело, я злюсь. И тогда я готова поработать еще больше. У меня есть свой стимул. Фух. Приготовились. Возвращаемся к исходному. Чуть-чуть осталось. Начали. Мне нравится это упражнение тем, что работают и руки, и ноги, и пресс, все работает. Ощущения в руках просто сейчас космические. Как будто я тренировала не пресс, а тренировала руки. Еще чуть-чуть. Держимся. И оп. Есть. И сейчас у нас с вами завершающий раунд. Еще 2 сетика. И мы с вами молодцы. Сами себя похвалим, потому что мы на это заслужили. Приготовились. И оп. Фух. Чуть-чуть. Финишная прямая. Еще. Держимся. Есть. Еще одно упражнение. Обязательно доделываем. Если я в вас верю, то как вы можете его не доделать? Приготовились. Фух. На старт. Начали. Правая, левая, левая, правая. Чувствуем руки, бомбим. Не останавливаемся, потому что у нас есть цель. Кстати, о цели. Не все мне написали в предыдущем видео, в котором я просила написать, какие у вас цели. Мне очень интересно. Вот я знаю свои цели. Стройность, спортивность, здоровое тело, здоровый дух. Напишите свои. Будет прекрасно, если они сойдутся. Последнее. Оп. Есть. Вы можете полежать, а мне надо с вами поговорить. Итак, мы выполнили нашу тренировку на пресс. У меня пресс горит. Надеюсь, он у вас горит. Пообщаемся с вами в комментариях. Оставьте свои пожелания к следующей тренировке. Оставьте свои ощущения после этой тренировки. Ответьте мне, пожалуйста, если есть желание, на те вопросы, которые я задавала вам в процессе тренировки. И напоминаю вам, что тренировки – это круто. Это мышечная гипертрофия, это улучшение сердечно-сосудистой системы работы, это укрепление общего иммунитета. И тренировки желательно выполнять с утра. Конечно же, мы все отталкиваемся от своего рабочего графика. Но если, к примеру, у вас есть время выделить с утра 30 минут на тренировку, кайфануть, по бодром настроении, поехать на работу, там на этом драйве сделать еще больше, выполнить больше работы, чувствовать себя более эффективным, более, что ли, ресурсным, выполняйте тренировку первую половину дня. Вечером просто это будет достаточно, возможно, тяжело. Мне лично тяжело. Но если же, конечно, ваш график не позволяет, просто хотя бы тогда выполняйте тренировку. Но не забывайте, что перед тренировкой важно выполнять разминочку. Разминка у нас есть, вы ее включаете, выполняете разминку, а потом переходите к тренировке. Всем спасибо за компанию. Мне приятно, что вы со мной, что пишете свои пожелания, какие-то моменты, обсуждаете со мной важные для вас темы. Я всем отвечу, но в комментарии, если есть вопросы, задавайте. Всем хорошего дня, до следующей встречи на следующей тренировке. Пока-пока.